Это же кровью написано, стопудово. Я куда-то поднимался наверх по каким-то строительным лесам, как будто. Ага. И за мной змея ползла вверх. И в итоге догнала меня. Виселица у нас, все нормально. Все как положено в лесах. Ой, блядь. Ой, блядь. Wake up. Здорово. Здорово, здорово. Че, готов? Да. Привет, господа, ребята, товарищи. У нас сегодня понедельник, но он, как обычно, необычный. Время, как вы видели, было 4 утра. Мы приехали на ближайшую точку к тропе, которая будет через горы вести нас к статуе Большого Будды. У нас тут вооружение в виде фонариков. Вот такие вот у нас фонари огромные. Вот такие у нас мужчины огромные. Львы-тигры. Да, и тут полнейшая темень. И крепота. Да, сейчас. Не видно ни хрена и уже много звуков. Вот, надеюсь, фонари, короче, вывезут. И я смогу вам нормально все показать. В темноте, наверное, стабилизация немножко будет хуже, поэтому не обессудьте. Но мы готовы, да. Кофты, штаны, все надето, все четко. Вот такие вот у нас подкрадули на походы на гору, по земле и так далее. В принципе, все. Можем выдвигаться. Все, увидимся где-нибудь в серединке. Надеюсь, увидимся. Да. Это же кровью написано, стопудово. Надеюсь. Ой, нет, не надеюсь. Не против, если я буду тебя так подсвечивать иногда на камеру? Ну вот, смотрите, ребят. Вот мы держим свет. Это у Славы еще такой огромный фонарь. Вот мой маленький фонарик. Убираем его. Ну и то это вот внизу от Славы еще светится. Так там дичь. Ну и, кстати, наклон. Наклон прям вообще, короче, не маленький. То есть это будет и с физической точки зрения не самая легкая, прогулочка. Авантюры полетели. Ну а что поделать? Контент. Сам себе сделаешь. Ну и когда ты ночью по джунглям погуляешь, еще соглы? Надо это переделать. Подожди, стой. Пойдем поднимемся туда на пятачок. Ой. Блин, я не знаю, как наклон показать. Короче, я что подумал, сегодня же понедельник, да? Надо вниз снимать просто, наверное. Нет, все равно кажется, что мы по прямой дорожке идем, да. Сегодня понедельник, а мы, соответственно, на тренировку не пошли. Ну, как бы еще рано. И я, знаешь, что подумал? А может, мы засчитаем это за ноги, да? Да, думаю, это правильно. И пойдем в среду. Да? Все, отлично. Так дела делаются. Торг. Принятие, все там. Смирение, да. Отрицание, гнев, депрессия. Чего? Нас встречают праздничными лентами.
поедем. Это дом надо полево выйти. Ну, впереди него, нет? Да, мы тут наткнулись на хижину в лесу. Слава богу, она вся с фонарями. Блин, я не вижу. А, вот. City name, please. Down this way. Тип-бокс? А куда им писать? Не знаю. На какие-то бумажки. А, ну вот оно. Это список погибших? Надеюсь, что нет. Беларусь. О, Смотри. Мы против войны. Справа, да. Сегодня какой у нас? Сегодня 20-е. Так, ну, первый получается сегодня. Сегодня второе. Я по-английски напишу. что не бросалось в глаза? Не, ну, чтобы полезно было, потому что русский вряд ли им полезнее будет. Ну да. Когда последний раз были? Вчера? Да, 19 только. Вчера. А, ручка кончается. Ладно, все. Написали. Сердечки. Че? Гол? Че, у тебя donation box не? А? Donation box не? Ну, что есть, можешь ставить. Ну давай, мне немного, у меня там, по-моему, 20-ка какая-то была. Значит, а вообще что? Я 40, короче, закину. А прикинь, это просто жители того вот этого дома. Такие, прикинь, давай лутать бабки с этих туристов. Ну, то, что писать свое имя, это просто... У меня ощущение, что там настолько много бабок, что у меня не пропихиваются мои купюры. Прикинь? А, все, пропихнулись. Что тебе там приснилось? Это, что я куда-то поднимался наверх по каким-то строительным лесам, как будто. Ага. Потом посмотри. И за мной змея ползла вверх. Бля. И в итоге догнала меня. А теперь смотрите, ребята, абсолютная не постанова. Я вот эти последние 2 дня перед этим заходом очень жестко накручивал себя вот касательно того, что действительно мы пойдем ночью по джунглям и типа мы много чего можем не видеть под ногами. А я очень сильно боюсь змей. Ну не то, что прям, скажем так, в дикой природе я бы не хотел их встретить. И я это прогонял. Так, куда нам? А, прямо, ну, Туда? Я, короче, это так часто начал себя прогонять в голове, что сегодня вот я просто спал 3 часа, лег в 11 вечера и проснулся в 3. И я проснулся не от будильника, короче. Мне приснилось, что меня укусила за задницу змея. Бля. И я от этого проснулся, прикинь, вот от того, что меня за задницу укусила змея. И я смотрю время уже 3:30, думаю, блин, ну ладно, уже спать дальше не буду. Это, так, это электричество, это вот канатик есть. кстати, да, Всё, полезная да. штука. Может, надо было с правой стороны. Ну да, скорее всего. Но вот это уже серьезная тропа. В плане сложности. Ты зря, кстати, здесь лесенки были прям. Ай. Виселица у нас, все нормально. Все как положено в лесах. Звуки кайфовые. Из фильмов каких-нибудь. Ужасов обычно. Вон смотри, какие пауки ходят. Смотри. Вот-вот, во-первых. Я понял. Во-вторых, тут что, какой-то был маленький. Вообще не надо. Не надо, не показывай. Зачем вы пиарите?
Я всегда сзади, можешь не переживать. Бей тревогу, когда мой фонарик погаснет. Подальше не интересно, сколько вы прошли, судя по карте. Слышал? Ну да, что-то. Я тоже просто слышал. Ну, судя по карте, мы треть прошли. Что, в принципе, Ну да. что, идем сюда? Охренеть. Ну да. 2 по левой поползем под ней. Полево, думаешь? Да, да. Ты по мне это дерево. Да? Что, да. И что тогда снизу? Я думаю, ты поднять. Ну смотри, вот так можно. Раз. Ну, так, что не трогай его, а он прям понял. Да, ну тут жестко, тут что-то, честно, даже вообще не знаю, тут прям канатом надо активно пользоваться. О, точно. Так, это надо перевести. Здесь Стой, стой, повернись ко мне. Стой. Ага, ё-моё. Это богомол летающий? Да, бегом, по-моему. Бегом. А, все, понял. Написано это. Корень дерева очень скользкий, осторожно. Да ладно. Блядь, люди нахуй. Ну всяких... Ой, тут нельзя. Все, побежали. А мне не нравится. Блядь. Че? Че увидел? Паук огромный. Где? Вот. О, жесткий. Там просто паутины. Что делаем? Ну проходим, а что делать? Или у него прям здесь паутина? Не, прям вроде здесь Я нет. вообще, да, я Но он думаю, шевелится, если что. Так, он такой активный. я прям это... Я кепку не зря брал, я, наверное, ее надену, чтобы был еще один барьер защиты. Что, по левой стороне? Сука. Ну, чуть-чуть пригнись, чтобы, хотя у него вроде не касается. Да, вроде не касается. Нет, смотри, у него вот одна вниз идет, и Ага. одна вон вверх идет, то есть здесь нет ничего. Все, идем. Да, давай. Блядь, еще снизу. Блядь. Давай, приходи. Все, он даже не шевельнулся. Не. Че, пойдешь? Повернись на меня, что все. Блядь, какая лягуха. Йоу! Ну-ка сними. Видно? Не знаю. Наверное, нет. Вот прям на нее светит. Но она огромная, да. Жесть, блядь. У меня весь пот идет уже. Просто от стресса? Ну, и жарко как-то это. Просто постоянно набор звуков каких-то из лесов. Это вообще напрягает. Ну, что я могу сказать?
тропинка по сложности не очень сложная. Ну, она достаточно вертикальная, конечно. Достаточно вертикальная, но, ну, типа терпимая. Все усложняет то, что мы это делаем сейчас ночью. И нам надо постоянно под ноги смотреть, чтобы не запнуться, не разбиться и на змею, например, не наступить. Вот, кстати, а кто любит подобную движуху, у меня еще есть выпуск с вулкана Бактур с Бали. Вот он тут вот слева будет сверху. Ну, от меня слева, для вас справа. Вот, можете заходить, посмотреть, поставить лайки и комментарии написать. Фух, мы идем дальше. Слышал? Да. Это же обезьяна, да? Да. Блядь, еще и обезьяна, ёб твою мать. Что это? Не знаю. Но было громко. Паутища. Уже весь обливаешься. Постоянно где-нибудь какая-нибудь херня падает. Приходится оборачиваться. Ну, ночью, конечно, определенный экспириенс. Не похоже, наверное, на дневной. Поэтому, кто был днем на этом большом Будде, попробуйте сходить ночью. Крепота. В одиночку я бы не пошел, наверное. А ты прикинь, если ты, короче, такой, блин, что-то голова заболела, и отрубился. И я ночью в джунглях на высоте с твоим телом. Да. Звучит не очень. Да, звучит не очень для тебя. Я отдохну. Ну да. Воронка-то. Тысячи. О, а это уже проезжая часть, да? Куда я буду? Направо? Ага. Кому было интересно, почему мы выбрали именно Будду? Потому что на самом деле тут не так уж и много мест в Таиланде, куда можно зайти пешком. То есть ощущение, что вроде все в горах, но они, не знаю, либо дикие, либо что, ну, как-то не принято, наверное. Опять-таки, может быть, я просто не знаю. Напишите, если вы знаете. Вот из таких пешеходных тропинок, одних из самых популярных, вот как раз-таки Будда. Я даже не знаю, на самом деле, есть ли какая-то вторая, третья и так далее. Вот, нашли пока только эту. На Бали с этим попроще было, потому что там весь остров усыпан вулканами, какими-то горами тоже. Поэтому там как минимум варианта 4-5, наверное, точно было. Вот. Ну ничего, сходим сюда, оценим свои силы и попробуем прогуглить какие-нибудь еще маршруты. Вот. Какие-то домики недостроенные или что это, я даже не знаю. Беседка. Чё ты? Чё? Ничего. С девками со своими ночью переписываешься? Да. Сейчас кто-то подъедет ко мне. Красиво. У вас встреча на Биг Будде назначена, да? Будем. Понял. Тайский тиндер он такой.
Я, короче, понял, как устроена эта тропа. В том плане, что та тропинка, по которой мы шли изначально, вот этот ужас 90-градусный с корнями и землей, он нивелируется тем, что какая-то часть пути, типа у тебя на бетонке под очень маленьким градусом. Ну да. То есть вот сейчас мы идем, и все, и это прям, да, такое усреднение. Ну и в целом такая не супер сложная тропа выходит. Ну, мы на байке хорошо поднялись, потому что они не самого там уровня моря. Ну да, то есть частично мы еще на байке же заехали. Ой, блин. Ой, блин. Давай стробоскоп. Вот это было криповенько. А? Вот это было криповенько. Фу, блядь. Сколько их? Их штук 7? Хуй знает, мне просто страшно. У меня уже полицейские, они сразу остановились, видишь? У меня полицейские этот... Стробоскоп. Слышь, погоди, они не шевелятся, пока я на них свечу. Я не хочу переставать светить. Во. Нет, ты нас теперь подсвечиваешь своим фонарем. И они такие: о, вижу цель. Они свою эту отбили. Территорию? Слушай, ну блин. Страшненько, конечно, было немножко. Сначала вылетают 2 собачки, потом становится 7. Причем это... Сначала большие вылезли, а потом маленькая залупистая самая. Да. Инициатор вылез. Ну им светишь тонким пучком. И там, наверное, это... Не очень приятно, но... Фух. Выжили. Нормально. Будем за спиной стоять. Да. Ох, ни хрена себе! Йоу! Ага. Чуваки, вам не видно, но это жесть. Ну да, так Он сейчас, короче, с тумана. Его силуэт видно, бля. Какая жесть. Он очень огромный. Прям вообще. Да. Тут уже какая-то цивилизованная территория. Но тут вообще никого нету. Да, там вон паркинг есть. Ну да, типа Open 6 AM. Но прикол-то в том, что тут никого нет, кто нас сможет остановить. Что вы думаете, в Вялчеславу? Ну я думаю, до 6 надо подождать, типа, и что? В любом случае, в 6 еще не будет. А, ну тут, да, 17 минут ждать. В целом, ладно. Пойдем. В общем, сидим, ждем. Еще 5 минут. И будем туда заходить. Несмотря на то, что тут уже еще никого нет вообще. Что могу сказать про путь? По 10-бальной шкале, наверное, это 4. То есть, по факту, у меня было 2 таких только хайкинга. Это вот Батур, вулкан, и вот это. Батур был, наверное, чуть посложнее. Может быть, на 6. Вот. Но, мне кажется, все равно оба этих пути были достаточно легкими. То, что мы пошли ночью, это добавило дополнительной прелести. Типа, стало процентов на 30-40 интереснее точно. Ну да. Потому что, то есть, если в таком случае по темноте достаточно легкая тропинка получается, то если это все днем делать, то будет еще проще. Вот. Ну и, скорее всего, менее интересно. Поэтому я не знаю, можно вообще такое советовать? Пойти в горы ночью через джунгли. Насколько это так адекватно? Вдруг мне канал забанят, скажут, вообще дурак, какую-то херню людям советует. Вот.
Но я думаю, что на самом деле это вообще не очень безопасная штука, потому что мы все-таки в Таиланде, и тут достаточно разнообразная природа, и кто знает, сколько вообще змей было рядом с нами и так далее. Вот я не знаю, у меня лично проблемы только со змеями. Да. То есть, типа, ну, вот, хотя по-хорошему как бы и пауков маленьких надо бояться, потому что там их, я думаю, в тысячи, в сотни тысяч раз больше. Ну, тот того я боялся, который там висел. Большой. Ну, такой, да, нормально. Убил бы, наверное. Я его. Ой, уже какая-то молитва, кстати, тут слышно. Или что это? Или это в магазине просто... Так. Наверное, весь этот путь ночной по всем этим тропинкам опасным. Блин, я не знаю, может быть, на самом деле я нагоняю, и все не так опасно было, как я думаю. Вот. Но в любом случае, это, мне кажется, того стоит. Очень круто. Опять-таки, позади меня место, откуда как раз-таки идет рассвет. Но там облачно, поэтому рассвет, наверное, не такой крутой, каким бы мог быть. Но в любом случае, это выглядит очень прикольно. Вот эта вот дымка интересная. Вот. Ну, во-первых, он сел, вот тот мужик, которого получается, он сел на эту штуку. Прям Может так? быть, через тело проходит Да вибрации. нет, что-то, наверное, Как будто так делал. Ну, можно, конечно, бить, но он как-то... Пока Слава обучается новым музыкальным инструментам, я дам вам немного справки. Итак, статуя Большого Будды находится на горе под названием Накерт. Размер статуи 45 метров в высоту и 25 метров в ширину. Стоила эта статуя 30 миллионов бат, или приблизительно 60 миллионов рублей на сегодняшний день. Началом стройки можно считать 2002 год, в момент, когда согласовали место и торжественно заложили часть фундамента. Различные строительные и отделочные работы продолжаются и по сей день. Вот это бас. Он, короче, набирает обороты, Да, и да, да, и типа он звук постоянно все сильнее и сильнее С определенной становится. такой частотой его это. Да. Там вибрация задается. Круто. Да, прикольно. Хочешь кровь? Нет. А прям дзен какой-то поймать. Что я могу сказать? Если вы вдруг соберетесь точно в такой же трип ночной на Будду, во-первых, напишите в комментариях, если да, то я вам скину ссылку на геолокацию, откуда начинается путь, потому что, честно говоря, я сам провел немало времени в поисках именно точки, откуда стоит начинать. Вот, я ее прикреплю. И если вы действительно также соберетесь это все ночью делать, возьмите водички, оденьтесь, наверное, в какую-то закрытую одежду, которая сможет защитить вас от условных комаров, пауков и так далее. И, наверное, в случае чего, хоть чуть-чуть защитит вас от каких-нибудь змей, я не знаю. Мне кажется, что я их везде постоянно где-нибудь вот... Не знаю, мне постоянно кажется, что я их вот-вот где-нибудь встречу, и хочется перестраховаться, поэтому вам тоже не советую рисковать. Вот, и берите с собой фонарики.
обязательно берите с собой фонарики и светите под ноги и на деревья, под которыми вы проходите. Потому что, опять-таки, змеи и так далее, они могут быть на дереве, на ветках, без проблем. Поэтому все тщательно просматривайте, не торопитесь. Ну и попробуйте наслаждаться этим делом. Собственно, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Как обычно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите, какие хотите комментарии. Может быть, что-то вам показать. Может быть, вы хотите сказать, какой Денис молодец, как классно снял видос. Всем спасибо и увидимся в следующих роликах. Пока!